день прошел? Отлично, отлично. Начало было такое себе против Infamous, но потом мы разогнались, в принципе, и день закончили хорошо. Как так с Infamous? Казалось бы, аутсайдеры, а тут такое. Но, если честно, они в тех играх более-менее хорошо играли, они даже, я бы сказал. Ну, наверное, еще сыграло то, что мы только проснулись. Первые игры, наверное, решает это немного. Да, вот, да, Саленсер, да, согласен. Да. Зачем? Блядь, у Это тебя один раньше камень, когда? а тебе надо, например, заслоить его. Подумай, нет, давай подумай. Нет, ты что, не так делается? Ну вот же, если Ну так можно, но легче на иконку нажать. и засловить, и засайнить, и застанить. Саня, течка, что там еще? Ничего. Может, это наш пик на игру? Good positioning to be able to get a good RP, but he's spotted immediately by Zayak, and he's trying to deal with that warp, but instead he's going to be stunned up. Bro Strike in Blizzy. Nice stun into the back line. Hit Stinger as well. That's going to be two supports already dead on the side of Infamous. Whisper is fully committed to Crystallize, but there's the save from Sineko, and a save on Sineko with a beautiful force staff coming out from Blizzy. Burrow Strike in is going to be able to catch this Life Stealer, and Infamous, they pushed it. This is their best. They will be able to commit their initiation, but he had an Aeon Test. Meanwhile, the rest of the team's just hitting out the throne. Hector says, damn it, we're not going for heroes, we're going for buildings. It's already down to half health, and they can't stop it. Na'Vi call it like that. На самом деле было бы тоже хорошо, если бы ты мог выйти второго ДТшера. Ну, то есть у нас так получается так, что ты с руки все равно бьешь слабо. Да, ты делаешь контроль, но бьет один химик. Конечно, первая игра в 9 утра оказалась довольно тяжкой. Тяжело. Ну да. Ну мы там еще... Ну да, мы там просто как-то совсем... Там, Жека спал, и я там один глаз потерял. Сложно было. 3К на СК накопила. Я хотел спросить, может, это? На рапиру копит, буст рапира. Я, честно, был даже удивлен тем, насколько типа много у Найкса. Просто он с быстрым медасом подопал. Нужно было болта начинать. Так даже идет, только за счет того, что у них этот Магнус. Но МКБ доедалус все равно какой-то хочется. Может быть, ну, я тут везу в это? Либо МКБ Бладторн какой-то. Первую игру, вот это относится к той игре, где я мог в 100 раз лучше сыграть. Мы могли взять другого героя мне, и у них пик очень плохой был. Мы сами неправильно поставили линии, короче, сами проиграли себе игру. То есть эта игра была довольно-таки легкая и должна была быть выиграна нами. А по поводу второй, то же самое. Мы ломаем им сторону на 15-й минуте, просто совершаем именно в макро ошибку, из-за чего становится трудно, потом ошибаемся еще раз, и мы могли, в принципе, проиграть. Просто именно повезло, мы приняли быстрое решение, просто пойти в трон, да, нет, если не получится, то все. Yeah, like they know the pressure is there, but Crystallize is saying we have to go for the throne. All for the we throne. Have the death, so I'm the raid boss. They couldn't fight me before. Maybe with this full-on 5-man fight inside their base, Infamous, they're finally going to be forced to do something here. They can't go for split push anymore. They can't go for the throne themselves. They have to be able to win one fight against Na'Vi, and they can win this series. But Crystallize with a BKB is ripping through the throne with that Desolator. He's going for it. He's got it. He's got the chain stuck to Shallow. He's got to keep him alive. Plus, he's trying to finish up. Уже было довольно потно. Ну там, конечно, мы могли просто шансы не давать противнику, но мы что там тоже как-то... Вы решили дать шанс. Да, великодушно. Да. Крупно играют. Это даже не спал тут. Я очень уверен, что Хотя ты после этого левела почти. Я не знал этого. А? Станчик прошел, промахивается, убил двух и убил Кристаллайз. Я не знал о них, Серж. Я хотел кое-что сказать. Смотрите, от лейнинга, в зависимости от того, как у них будут дела, уже можно предсказать плюс-минус как бы их стиль. Если у них с лейнинга все среднее или так себе, то есть все, они будут зажиматься на своей половине и как бы максимально старать дефать. Zayak gonna find it. Ooh, accidentally punches him away. Ooh, force step is not enough, and A class is gonna connect. Triple force. These rolling borders doing so much work, killing after them. And they just can't stop Ramses him. pops BKB, Magical pops BKB too, but Nice the call by great Blizzy. core by Blizzy. Ellertine's gonna try to stomp. He has no force staff for 5 seconds. He's gonna get ran down by Magical. Another follow-up kill. Ramses does have BKB.
No one Shadow is Blade. here They with don't the have main detection, I hero. think. You pulse BKB. Oh, I see He's Crystallize on the side. He's trying to figure out what to His eyes- do. Oh, he missed the core. Crystallize has no BKB. He didn't pop it. He got sheeped. He's gonna pop it though. Ramses will go down. Now they want to fight no one. No one's kind of hiding in the trees. Someone's gonna try to someone's force an that ulti. himself. But that's not what they want. Magical with his plasma field Oh, finds no one. Ravage on no one. It didn't get magical as BKB gets popped. Now the Hex and the call. Sven comes Buyback back for in. Ramses. Cleaning up. Roger Bad is fight for VP. at half now. Very dead. None of them have buybacks too. 100 seconds. Парень, я понимаю, никаких, блядь, мейлов вторым сотом, БКБшки, на ЛЦ, на Баллон я даже БКБ. Да нет, это решает. Пацаны, отвечаю, играли просто... Да. Главное не расслабляться и по ходу турнира еще нагонять. Кстати, короче, из этой игры тоже понял. Вот каждый из вас говорит, не фляй нужно дожать, это дожать. И мы дожидаемся, доджим, все четенько. Не нужно стесняться, когда вам нужно что-то... Все, я чилил. Я парни там смотрел. На самом деле, Арк здесь. Фарм, он выгодный был. На минуте. Смотрю, все 18, 17, у меня 25 уже. То есть мы именно разумно, грамотно завязаешь. То есть ты пытаешься рисковать, зачем? Хотя ты можешь именно максимально грамотно... Вот типа я рискую, я по боту иду, пушу линию, показывает, что ты можешь фармить. Я еще взял. Лучше не пересекаться. Мне было бы жестко, если наоборот открыл бы, типа, они же не могут одного пустить. Я в конце файта приду. Вот как было, вот как мы вчера играли, где я вытолкнул Разора и так далее. У него сейчас, я видел, он арка играет. На Виса же играет, на Мипа. Because they could Hex him right after, but they're not falling for it here. Yeah, VP's aware. Ramses is just pushing bottom. Oh, good call. But No there is a BKB. swap. There is gonna be a swap. Oh, the swap not so good. Oh, no one is too low from the Rupture swap play. He has no buyback on the OD. He's gonna go down. Venge insta buys back, and they're gonna jump on the Phoenix. The if egg is popped, but like there's too much attack speed from Navi. Everyone's just trying to run from their line for a huge core. He is satanic. He might be fine. He'll Oh, walk the it off. satanic, the status resistance. It Might hurts even him. turn this. Get a kill or two. He wanted to cut the creep wave, I think. The Maelstrom procs? Yeah, gets him. Oh, the Maelstrom procs, yeah. Oh, They still- Razor's they have damage. all of their ults. I think if they get maybe a good swap into a sheet, that they can turn the fight. That with is the true. egg. No one does still have the hammer. Oh, big hammer. He has a refresher, but he got silenced. Oh, the refresher. Razor does have buyback. He's gonna buy back. The egg's gonna pop. They might do this. No, yeah, egg is It's gonna got more pop. stun duration. No one's BKB is off though. Oh, so close. Zyx BKB is gonna run out. The OD is gonna astral himself. He's gonna have Crystallize to is hold. gonna kill so much from these creeps. Oh, a nice blink from Noah. He's gonna get to the top of the fight, but he's gonna get chased down. And brought quickly down. He has no buyback. That's gotta be it then. Roger is Yeah. flapping his wings, but it's not enough. GG called. GG. Yo, what a series from Navi. Taking 2-0 against VP. ГГ. Хорош. Как настроение ваше? Отлично. Первые 2-0 в группе. Да. Тем более еще против Хорош. такого соперника. Игорь, а ты как? Рад? Я нет. Неловко, да? Неловкая пауза. Ну ничего. Мы привыкли. Вот герои. Ого. Вот так вот. Молодцы. Давай. Он был в да? Ну, в первой я уже... Красиво. 2-0. Поздравляю. Жестко, жестко. Первые 2-0. Парни, первое очко. Это вообще то, что ты там делал? 100%. Короче, они там нормально джалсу давали это в начале тоже. Беготня вот это. Топовый вообще. Все мувы, они хотят смог, они хотят вправо, они хотят влево. Все, ты только одним ордом забыл. Возле раньше нужно было чуть И Данчик. Поздравляю вас с первым 2-0. Спасибо. Как ощущения? Хорошо, первая победа, наконец-то не ничья. Завоеванное очко. Поэтому, ну, все хорошо. Но это только начало, еще впереди очень много серий, много игр, поэтому расслабляться точно не стоит. Слушай, как ты думаешь, что у Virtus.pro происходит сейчас? Virtus.pro? Да, если честно, не знаю. Если честно, вот наши игры против них, первая карта, они просто стояли АФК, ничего не делали. Я не знаю, что у них там происходит, но против них было... Первую карту было очень легко играть. Они просто зажали стройки, мы просто отфармили, в один момент пошли с нашими айтемами и убили всех. Хвост, может быть, ты знаешь, что с Virtus.pro происходит сейчас? Я знаю, но вам не скажу. Ну хоть что-то, хоть один инсайдик. Ну, что, тебя зря снимают, что ли? Один инсайдик, ну, в общем, неразбериха у них
пока с драфтом и с идеями, они разнятся очень сильно. И это заметно вот по игре, ребята сами отметили, что нет понимания, что делать у них, и просто формят, стоят и ждут. Как бы вот дождались, пришли, проиграли. Возвращаемся. Нави? Да. Нави потрясающе играют. Тут нечего сказать. Я комментировал сегодня игру против ВП и смотрел одну из игр. Да? Все так. Вот, и, ну, отлично все. С Непами Инстаграм даже пропиарили. В принципе, да зачем сюда еще приезжать на этот турнир, чем в Инстаграм пиарить? Virtus.pro вот еще недавно для нас это была такая неподъемная команда. Очень сложно было играть. Я так понимаю, что вы на квалификациях к International уже, наверное, освоились, да, с их стилем, что у вас как бы для вас, я не могу сказать, что это были суперсложные игры против Virtus.pro. Ну, даже сейчас играем, мы чувствуем, ну, именно против нас, или нам против них, нам просто играть, но именно против них. То есть я уверен, что они сильные игроки, сильная команда и так далее. И все команды это подчеркивают, они все мажоры выигрывают. Но именно вот есть неудобные соперники, есть удобные соперники. Для нас Virtus.pro по их стилю игры, по нашему стилю, нам реально комфортно играть. Вроде ВП, как я говорил, я люблю эти матчи. У них есть какая-то начиночка. Ну, в том плане, вот лично для меня, потому что мы как-то в СНГ все время трёмся. Они там нас выбили на эпицентре. Да и вообще в течение всего сезона они тебя отпинывают вот так просто на мажорах, на квалах. И тебе как-то хочется, ну, отомстить. Вот, ну, как бы, из-за этого, да, старался я максимально. Молодец. У вас следующая игра с Непами. Непы на этом турнире показывают, ну так, довольно средний результат. В целом, что ожидаешь от этого матча? Вот вы сейчас уже, тем более, немножко так кровь разогнали. Ну, они, по-моему, всего 2 серии или 1 серию сыграли, поэтому уверенно, не уверенно, пока непонятно. Мы играли, не знаю, я не знаю, играли ли они в это же время, выиграли они, не выиграли, но надо будет посмотреть, подготовиться. Ну, шанс, ну, понятно, что мы можем победить. Мы всех можем победить. Слушай, ну а в целом, если уже судить, вы уже сыграли, получается, 4 серии. По 4 сериям ты доволен игрой своей и команды? Получается, все ли как вот вы хотите? Своей нет, во многих аспектах, потому что, ну, первую игру, вот именно самую первую игру, я мог 100% лучше сыграть. Самую первую вообще? Да, самую первую. Потом на Бруде, на еще одном. Ну, короче, нет. Я и лично с твоей, я понимаю, что я потихоньку уже типа привыкаю, и все становится проще и проще. Поэтому я уверен, со временем я раскроюсь, и мне будет намного проще, и я буду намного увереннее. А команда молодцы. Были, конечно, неудачные моменты, где мы закидывали игру, там с ЕГЭ и так далее, но мы делаем выводы, учимся и становимся лучше. There's going to be a blink in. Saxa goes, but the Aegis has been taken by Crystallize. He snatches it as NIP did get the last hit, but Ace is not going to be happy with this outcome. He loses the Aegis, and NIP are losing multiple heroes. 3 have already been slaughtered. The Overgrowth is there as well, and the Timbersaw stopping him from chaining himself out of here. Gets the chain before the silence hits him, but yeah, he is done for. And look at the timing. This is the wave with 2 catapults. 35-minute mark. Right. Oh, Blink Echo. They want this up, but he gets glimmered. He gets 4-star forward. He gets double 4-star forward, but this is pushing him away from the life, so he's going to turn and fight with the BKB. He's got the Rage as well as an Abyssal Blade here. He's going to go on the Timbersaw first. He gets taken out with the Shaker. They committed everything to try and kill Alchemist, and the 4-stars keep him alive. Even when you're forcing him into the enemy base, the key thing is force him away from the Lifestealer, and that's exactly what Crystallize had happened to him. Now he's got the bashes, he's manning up, he's taking on Ace, he gets the kill on the Lifestealer, and it is good game. Перетянулся, да, то, что не вышло убить этого Тимбера. Мы просели там за пару минут тогда в целом. Нужно было, типа, вот Айксу тупо мешать, потому что он, знаете, он вообще не фармил. Мне кажется, ты... Потом, вот стаки, если без забав, а то они... Вот, я думаю, мне нужно было протектить с вами стаки этого Тимбера, или же мешать этому Найксу. Потому что именно... Да, кстати, это да, согласен, в плане макро это типа бустануло. Как против него играть и как с ним тоже. Там просто еще получилось так же. На самом деле тебе практически стака даже ближе лес к Алхимику. Я уверен. У нас впереди вторая игра, и у нас есть хороший шанс закончить эту серию со счетом 2-0. Ну как ты там идешь? Нормально? С Акбаром бодаюсь. Да. У меня чуть-чуть с тобой. О, Вичи ЕГЭ. Интересно. Let's go flying.
No good ways to scout Roshan for Na'Vi. He's fishing for some info on the mid. Oh, he got him. He also has a buyback. That's why he's doing it. Zayat's baiting. He knows. The buyback to play around. Crystallize goes running in with a BKB. He turns, he's going to fight and bring down Razor. Still no buyback on the Razor, and the Bashes will take out the Lifestealer. Buyback available. I don't think he wants to use it. This fight looks also lost. I think NIP just have to cut their losses, and their losses are going to be very, very heavy. Tiny going down to the Shadow Poison. Shadow Demon as well getting picked apart, and NIP get team wiped. But Chemical Rage is available soon for the Alchemist, who also gets an Illusion Rune so he can push out some of these side lanes. And oh, who have they kicked in now? It's Fata once again, the Razor. Еще! Это конечно. Хорош! Наберете. Вот ты правильно сказал, как же они спокойно стояли вот это на хайграунде и пережидали смоки. У нас это уже на таком опыте. Столько, знаешь, нужно обосраться энное количество раз, чтобы понять то, что типа вот как нужно... Стой на хайграунде, не лезь, если ты не видишь никого на карте. Но тут очень другой момент. Мы просто аккуратно добирали вот это БКБ на Квапе. То есть ты, если обратил, Алхимик вообще стоял не фармил практически. Квапе оставили 2 пачки на топе, добрали БКБ. И уже вот имея там вот это БКБшку, то есть мы уже типа не побоялись выйти. Ну потому что знали то, что с БКБ можно принять драку. 5k gold lead. Last hurrah is here. It's another remnant in. They've kicked in Saksa. The Earth Spirit Axe coming into play time and time again. So Nico, he does get picked off here, but immediate buyback. He can throw the Ice Blast even if he wants to as well. Forcing to the high ground is 33. He tries to keep himself alive, but the roll in from the Earth Spirit will catch him. Ace as well in all sorts of trouble. Does have Rage in a couple of seconds. Ace may be able to keep himself alive. Saksa, Blink Scream, beyond godlike from Magical. It's only life, so There's the Ace bash, alive. and he double doesn't get Gs it. are dropped. That's gonna be another one in the bag for Na'Vi. 2-0 against NIP. Короче, у меня в фэнтези был Crystallize, а у Баффика Magical. Походу я проиграл. 2-0. Вот я понимаю. Уже тупо на чем угодно разваливать. Давай, не надо. Близи. Хорош, парень. Уверенность растет все больше и больше. Пацаны за еду работают, знаешь. Да, получи тебе на лавончик. Молодцы. Что, Игорек, как только ты в номер уходишь, все, мы побеждаем. Ну, я поэтому и ушел. Все правильно сделал. Пойдем вниз, на улицу. Ладно, а что у вас там, расскажи, да. Что вы делаете? Мы запостили Инстаграм. В конце игры. Они в конце игры свой Инстаграм. Ну не свой, я запостил Magic. Мы обменялись. Заяц Акбарыч. Свой постить как-то не очень. Подписывай, посмотри. Влад Африка. Слушайте, а мой не запостите так же? Мне бы тоже не подписали. Жек, у меня тут есть несколько комментариев. Мы там из влогов брали их. Просто Хейт? читай. Хороший комментарий. Да нет, ты знаешь, сейчас хейт вообще практически не пишут. Макс всегда с ремнем заходит после игр. Ты видишь, он когда заходил... Егор. Да, Егор. Он заходил, видишь, у него тут ремень. Вообще, Мак вам про чуханок дает? Ну, Андрюха так жестко, да, после игры там говорит, если какие-то моменты были, парни, ну вы что, типа, соберите до конца, отыграйте нормально там, то есть все. Когда-нибудь Сконцентрированы. щемил когда-нибудь тебя? Да, прям такого нет, но Андрюха мне после каждой игры, вот он дает советы там по харде, вот когда он именно после того, как мы проиграли, он дает советы, мне немного так воспринимаю, но потом спустя 5 минут я продумываю, и реально он мне очень сильно помогает. То есть, типа, ну ты имеешь в виду, что когда критикуют, да? Не, ну то, что я просто в игре играю, я же не понимаю этого. Ну, типа, мне кажется, что он, ну, типа, я лучше там сыграл, я правильно сделал, а потом игру смотрю, да, Андрюха был прав, это помогает очень сильно. Будет круто, если вы этого Пикачу будете на сцену выносить и ставить в кабинке на стол. Публика просто взорвется и будет топить за вас. Блин, слушай, наверное, так и сделаем, почему бы и нет. Публика просто взорвется и будет топить за вас. Будет неплохо. Надо, это какие-то талисманы и все такое. Так ты же говорил, ты талисман. И ты не против? За конкурента был. Смотри, как у меня футбол. Ты не против выйти на сцену? Кстати, это же картина есть такая, тоже очень популярная, Да, забыл. Сама принц? Да, картину нарисовала. Прикольно. Так, что там?
Респект, ВЗАС, гимн спел хоть чуток, кыргызы вперед. А фулл версия после гранд-финала. Гимн спел хоть чуток, кыргызы вперед. Спасибо, наверное, наш соотечественник. Да, я просто, ты знаешь, после того, как ты поешь гимн, я уже пою гимн, Заяц поет гимн, теперь... Я, кстати, удивился, что ты на видео запомнила даже там. Конечно. Молодец, там Акмангулю что-то подпевал. Давай еще первую Респект, строчку. респект. Споем с тобой? Мне нравится. Акмангулю, асказолор, талалар, элибизди. Ну вот, хотя бы так. Одна строчка уже нормально. Пришел посмотреть рекламу Боржоми, а тут какие-то Нави, буткемпы и инты. Не, ну, братюнь, сейчас исправим. Боржоми. Все так же освежает. Как не поставить лайк за киргизскую... Не, ну тут... Тут плюс, да? Я Жеке говорил, кстати, в сентябре, когда он ушел в Нави, я ему сказал, что на тебя... Сыграем. Ну, я сказал, что на тебя и попаду, и типа надо сделать так, чтобы это попались в одной команде. Молодцы, даже преподаватели математики за вас болеют, двигайтесь, вы сможете. Кстати, у меня с математикой хорошо было. До 8 класса, да. Преподаватели математики чувствуют своего. Я своего. вас тоже люблю, математика. Ждем Зайца на Текисе, главное, чтобы здание не подорвал. Где Текис? Блин, главное, чтобы не депортировали сразу же. Текис, где Текис? Все будет, посмотрим. Да. Пока все окей, так что это на десерт. Хорошо. Заяц, как обычно, батя, если до кабинки дойдет, то будет в майке сидеть. Не разрешат. Вот я спрашиваю. Давай просто в какой-то момент во влоге ты просто в майке будешь разваливать для влога. Без проблем. Завтра. На одну игру, на одну игру. Не, я в гранд-финале, когда на сцене будем играть, да. Я в майке буду, чтобы вот так. Ты будет в майке сидеть. Ревнуешь то, что про Зайца все там пишут майка, батя, Текис? Да, если честно, мне как-то все равно. Мне главная победа. Я готов там фидить каждую игру, главное, чтобы команда выиграла. А если ты будешь фидить, Заяц будет, знаешь, в каждой игре 10-0 бегать, и будут все писать, и... Да, мне, если честно, я на это не реагирую вообще. Главное, что Заяц красавчик, я наоборот его поддержу. Давай, Заяц, там хайлайты, тащи, ты наш тащер, там, кто так. Он покупал медальку, и мне Аганим вот кому максимально эффективный Аганим? Максимально. Луне. Вообще не знаю. Зевс, Андайн, Зевс. Во, Андайн. Ну да, пойдешь? Это реально. А Владос бы прыгнул за этим домом. Посмотри, сколько бабла. Просто сколько бабла. Я хотел добавить тычку. Там даже ПТ на ловкость переключил. Так нет. Так тебе все равно профитнее давай тычку и убегать. А он такой заходит в файт, такой серьезный весь. Так может ты не будешь, блин, ты просто возьмешь Дизоль, БКБД и Даус. We don't want to take a fight right now with the Mass Serpent wards. They still have time because of the Roche spawn. Exactly what they're looking to do in the mid lane. They drop the Serpent wards with that cast range from the Shaman. The Gyrocopter has a BKB but can't get it off with the Abatos following it up, and he's got no buyback. Jabs leading the way, 3.4. There it is. I mean, it feels like GG. Navi's not made a single play На самом деле мы про эту Нагу во второй стадии типа думали, короче, если бы забанили Нагу, было бы еще проще. Да, ты будешь лоу-левел, но он пойдет, мы вынесем этого Тимбера, возможно, Тавр снесем или нет, он уйдет в лес, ты станешь на линии. Я должен был сразу лететь в топ или сразу миди стартовать? Maybe not so much the last track. You run into this damage issue. They've gone in on Ice. The low swap is there. He reflects the stun onto the Sven, who pops the God's Drink now. Doesn't commit the BKB just yet. Ice needs to find a way out. He has not got buyback. Dubu in the trees, goes for a freezing field, gets immediately stunned up. He was baiting them on purpose. He did not want to kill the creeps. He was just building up the stacks because he saw them from this high ground ward. But DJ ended up as a death. DJ's just throwing in trees, and with jabs, he actually just takes out the Chen. Backline's here. It is going to be Sven initiating him. Wants to bring down Abed, but Abed's got a cheese, so he keeps himself alive. The crits from the Sven, he is looking for them as the Pengu comes rolling on him with the Aghanim Scepter, disarms the Naga Siren, who's going to pop the sleep, catch out 3. This could set up some follow-up here. Ice, he's dealing with 2 in the bottom lane. He's too damn tanky for anything to happen. Abed times the stun, only catches the Chen with the blink out, but that's going to get dieback. So Nico is done for, and Dubu's freezing field. Getting Blizzy nice and low in the backlines. It's going to be DJ with a tiny combo. When the Naga Siren ages, they're just charging forward, deleting Na'Vi here. Jabs is getting brought down low, 280 stolen damage. Magical, he's a force to be reckoned with, but he's lost all his teammates. Ice is in the enemy fountain and forcing out a GG. Na'Vi 2-0'd here.
С боковой могу бёрстить. Тогда зачем вообще ХГ идем, I'm если gonna try to. They popped the smoke. They do get a Silence catch. low. The arrow is gonna land on. Nice, it wow, bounced big, over the big cataclysm. land. Holy. The heals try to keep Zayek alive, but it's not quite going to work. It was close, though. Snako going to get run down, most likely by Monet here, and maybe Viper going to have to all in trying to kill the gyro. His BKB. He's just going to chase down this Viper. He can't do anything. He has no buyback on the Viper. Epicenter is going to channel to kill Blizzy on the Enchantress on the bottom side of the fight. Monet is unstoppable with a double kill. Unstoppable on flyby as well. Invoker wasn't even there for that fight. GG's called by I mean, I saw some beams of light from the the sky, Cataclysm, man. yeah, I guess. It was like 6 beams on top of Enchantress or something like that, and Spec goes in. They kill this. Oh, a nice two-man call. The gyro, the core. Oh, this guy is getting so low. Oh, they're taking so much damage. Monet is instantly dead. The Underlord, he's going to keep fighting. The supports on Na'Vi are going to go down on the backline, though. A nice Earth Splitter is going to catch Jug and Axe, but the Healing Warrior is just going to heal them up. Omni Slash is going to try to do some damage, but it's doing almost nothing. It goes over. Lanham's still alive in the middle of the fight. Flyby, but a nice call on 2 by Blizzy. Nice chop. Lanham goes down instantly. Buyback. Underlord knows that the fight's over and he's going to have to ult out. It should go out. No one else is going to die. Nice. It's going to be a rough one. With Blizzy and Jug are going to have buyback. They're going to get Hex. Oh, a nice Ravage. It only catches the Jug, though. He's going to Refresher. Only the Jug, too. He does have buyback, though. Jug's instantly going to buy. Monet's taking so much damage to the backline, but Magical, no BKB or buyback. Blizzy's going to go down, and he buys back, but Magical. Oh, Magical now is buyback. Crystallize is really deep in. He still has Omni Slash. Will he pop it? He has to back. But also tanky. Like, it feels like he doesn't have an opportunity to Omni Slash over here. Call him Monet, but it's okay. He has no BKB. No Blade Mail either. Just Gyro gets took an so much damage, though. Flyby stuck on the backline. The flag. Omni Slash going to buy him some time. It's doing nothing, though. Crystallize. Oh, he's going to try to spin out, but I think he might just get chased down. ET called by Snako. Oh, man. Jug actually felt so useless this game damage-wise. I don't know what it was. Maybe the fact that he went like... Remember when he's against... Конечно, раз на раз не приходится. Вчера мы сыграли очень хорошо, а сегодня не очень. Но все равно у нас есть шанс выйти в верхнюю сетку. Все решит завтрашняя игра Switch Gaming. Вот так, пока мы не расстраиваемся. Игроки сейчас там сидят, обсуждают. Ой. Вот. Я надеюсь, что они сделают выводы и завтра сыграют уже хорошо. Очень сильно облажались против Fnatic, вот именно даже на стадии драфта. Не хватало той дисциплины, которая была против ВП. Ну что, ребята, как день прошел? День. Ну, кто-то скажет, что ужасно, а мы скажем, бывает со всеми. Че, ну, немножко обосрались, по-другому тут не скажешь. С Fnatic по драфтам все плохо было, а с РНГ драфты были рабочие, мы могли побеждать. В первой, наверное, чуть было посложнее, чем во второй. Во второй вот уже игру отпустили выигрышную. В принципе, больше сказать нечего. Да, с Fnatic там уже все. Нагу баним. Завтра у нас игры против Vici Gaming. Мы будем максимально готовиться. Важно, чтобы все по собранию сыграли, и я думаю, у нас все получится. Все, держите кулачки и ушки Пикачу.